Всем привет! В эфире «Трактор», и у нас в гостях сегодня Саша Беспоясов. Привет. И сейчас Саша проведет воркшоп по HTML, по верстке. И напомню, что в рамках нашего курса мы проходим приложение Артем Пицца. И вот сейчас мы находимся в втором потоке на модуле, который посвящен как раз верстке. И не существует лучшей возможности, чем послушать Сашу на эту тему. Саша написал кучу всего про фронтенд, книгу Solid, вместе с Максимом мы написали книгу про React TypeScript, в общем, кучу статей. В общем, у Саши опыт гигантский абсолютно. Поэтому сегодня я думаю, что я дофига нового узнаю. Буду очень рад, Саша, тебя послушать. Привет, да. Собственно, сегодня мы сверстаем страницу наполовину. Мы сегодня уделим больше внимания HTML, семантике и доступности. А завтра на втором воркшопе уже до конца доверстаем страницу, применим стили и сделаем, чтобы она была видна как на макете. Сейчас я пошарю экран. Так. Поехали. Видно ли экран, скажите, пожалуйста? Вот теперь видно. Супер. Что сверстаем? Итак, сегодня мы сверстаем... Немножко мелковато. Может быть, фуллскрин и чуть покрупнее? Давайте просто... здесь не работает. Просто окно занимает сейчас не весь размер, да? Давайте вот так вот. О, так лучше? Все-таки еще покрупнее. Потому что мы еще в углу с тобой место занимаем. Так. Огонь. Ну что ж мы сегодня сверстаем, да. Итак, сегодня мы сверстаем приложение Артем Пицца, которое проходили на курсе по React. У нас тут есть макет в фильме. И это макет, в котором, собственно, показано, как приложение работает. Вот здесь небольшая шапочка, внизу небольшой футер с кнопкой для заказа пиццы, а внутри конструктор. То есть у нас здесь показываются все ингредиенты, которые мы выбирали, и несколько контролов, которые позволяют, собственно, эти ингредиенты выбирать. Контролы крутятся, здесь можно выбирать всякие топпинги. И вот это вот все сегодня мы сперва сверстаем в виде простого HTML-кода, а завтра это все уже приведем к виду, который мы можем наблюдать вот здесь. Мы будем использовать просто CSS, просто HTML, без всяких препроцессоров, без разных шаблонизаторов, просто для того, чтобы понять, как на самом деле писать HTML-код, как работать с CSS, как использовать кастомные свойства, потому что мы будем использовать разные темы. Мы попытаемся сделать так, чтобы цвета можно было поменять, и будем все эти цвета держать в теме CSS-свойствах кастомных. И будем использовать BEM. Почему BEM? Просто потому, что сейчас мы пытаемся сделать верстку, которую можно было бы использовать в виде компонентов, а если мы хотим делать ее в виде компонентов, нам нужно сделать компоненты друг от друга изолированными. И проще всего с обычным HTML и CSS сделать это именно с помощью BEM. Что такое BEM, мы посмотрим конкретно уже на примерах, рассмотрим разницу между блоками, элементами, как использовать модификаторы, вот это все. Мы это посмотрим конкретно на примерах. Просто сейчас рассказываю о том, что мы будем использовать. И, собственно, давайте начнем. Сейчас я чуть-чуть уменьшу. Чуть-чуть уменьшу экран, чтобы не было видно. Начнем, пожалуй, с анализа. У меня какие-то... Напишите, пожалуйста, у вас тоже изображение... Я вижу нормально, но по HDMI приходит немножко искаженное. У вас тоже шрифты искажаются? Напишите, пожалуйста, в чат. Сейчас я посмотрю еще немножко про разрешение. Возможно, мне нужно будет кое-что поменять в настройках нашей стриминговой фигни. Хорошо. Вот. Либо разрешение... Да, я сейчас поменяю разрешение в компе. Так что можешь пока рассказать анекдот. Собственно, да, мы сегодня сосредоточимся на HTML. Мы постараемся сверстать страницу так, чтобы она была правильно сверстана. Что я имею в виду под правильно? Мы будем использовать семантичные теги, доступные теги, доступные элементы, и верстка у нас будет валидная. Что значит семантичные? Мы будем использовать правильные элементы под правильную задачу. То есть, если у нас есть форма, будем использовать элемент форм. Для заголовка в заголовке, в общем, постараемся не заболеть деватозом. Доступные элементы, здесь у нас макет достаточно простой, поэтому нам будет
вполне достаточно тех элементов, которые есть в HTML. Тех контролов, разных кнопок, инпутов, вот этого всего. О, я исправил, супер. Угу. Достаточно. Ну и валидные, собственно, чтобы валидатор на нас не ругался. Еще в конце этого воркшопа мы немножко накидаем стили, совсем буквально чуть-чуть. Мы сбросим стили браузера по умолчанию, чтобы в следующий раз было проще работать. Для некоторых элементов сбросим их. И настроим типографику и подключим шрифты. Просто чтобы в следующий раз на это не отвлекаться и чтобы было проще сверстать. Макет мы с вами исследовали. Здесь мы увидели вот шапочку, внизу небольшой барчик с кнопкой для отправки формы и конструктор. Ну и дальше, собственно, можно уже начать верстать, поэтому давайте создадим папку. Максим пишет в чате: разверни, пожалуйста, на весь экран. Кого? Видимо, то, на чем фокусируемся в любой момент. Ну, на весь экран тут вряд ли будет полезно. Не, ну просто ты не представляешь, насколько оно будет мелко сейчас в YouTube. Поэтому каждую из штук, если мы будем видеть full скрином, это будет вообще супер. Хорошо, давайте попробуем так. Ой. Во, а теперь шрифт до гигантского. Так, хорошо, ладно. Я перехожу на рабочий стол и дальше создаю новую папку. Take — это не стандартная команда юниксовая. Я очень извиняюсь, но давай еще раз Command плюс раз 10 нажми, чтобы прям крупно было. Вот я поэтому говорил, что оно не поможет все равно. То есть нужно каждый закон делать максимально гигантскими. Вот так. Норм. Еще больше можно. Вот прям так. абсурдно, прям Максим пишет, в десятки раз шрифты нужно увеличить, в сотни. Я поддерживаю, шрифты реально в таких ситуациях нужно гигантские. Вот сейчас прям идеально. Нормально. Создаю новую папку и сразу перехожу туда. Take — это не стандартная команда в Unix, это команда, которую такой алиас в ZSH, который я создал. Собственно, использую его. Ну и вот мы в этой папке находимся, создаем индекс HTML, и можно сразу открыть редактор. Где-то открылся. Сейчас какое-то время пройдет. Загрузится. И, так, и Максим еще продолжает писать. И во весь экран, говорит. В общем, все гигантским размером, все на весь экран. Сейчас он отвиснет. Можно поставить разрешение на компьютере 800 на 600, тогда будет супер. У меня с таким разрешением все очень долго работает, поэтому сорян. Так. Ну, что-то мне кажется, что мы так далеко не уедем. Оно прям серьезно тормозит, невозможно прям. То есть я навожу фокус, и оно ждет несколько секунд, прежде чем поставить курсор. Так не пойдет. Это из-за зума? Да, это из-за зума. Сейчас я уменьшу его немножко хотя бы. Так. Ну, вроде пойдет, хорошо. Еще крупнее. Вот. Ок. Ну, надеюсь, сейчас Максим наверняка напишет еще крупнее. Будем его слушаться. Проблема иметь большие мониторы. Да, это невозможно. У людей таких больших мониторов нет. Думаю, что сейчас все равно плохо видно на маленьком мониторе. Ну-ка попробую еще чуть-чуть побольше его. Ну, наверное, как-то вот так. Должно быть видно. Ну и звук, соответственно, тормозит тоже, потому что у тебя разрешение гигантское стоит на компьютере. Ну, с этим я тут вряд ли что-то смогу поделать, потому что, ну, у меня компьютер не очень... Герман пишет, надо как-то спасать ситуацию, парни. Ну, давайте пробовать. Максим пишет, Саш, может, ты мелкий экран пошаришь? Мелкий экран? Я могу попробовать расширение, разрешение. Не знаю, сработает это, не сработает сейчас. Displays. Нет, вот тут Displays.
У тебя 4K там, наверное, небось? Нет, оно нет. Нет. Давайте попробуем вот так. Или наоборот. Вот у тебя есть built-in Retina дисплей. Вот если бы ты его пошарил, никаких проблем этих не было, и внешний монитор вообще бы отключил. И так перед каждым воркшопом. Сейчас попробуем вот этот еще. И потом, если вдруг не получится, то я отключу внешний монитор. Не получится. Если Zoom не будет нормально работать, если у тебя два монитора. Ну вот так стало лучше. Лучше? Угу, значительно. Супер. Хорошо. Надеюсь, мы к этому не вернемся. Сори всем за наши такие эти истории, поэтому норм. Ладно. Собственно, давайте начнем, наконец, верстать уже. Давай. Что я делаю в первую очередь? В первую очередь я создаю базовую разметочку. Это не магия, то, что сейчас произошло, это Emmet. И Emmet — это расширение, точнее как, в VS Code он встроенный, но вообще это такой плагин расширение, которое позволяет не писать теги полностью, а заменять их почти что CSS-нотацией. Ну, например, мы пишем какой-то тег, который может быть, и потом нажимаем Tab, и он появляется. То есть мы будем сильно экономить время при написании кода, если будем использовать именно его. Я к нему давно уже привык. Советую вам тоже с ним научиться работать, потому что он экономит прям очень много времени. Итак, первое, что я сделал, это создал базовую разметку. Можно пройтись по каждой строке и понять, что она делает. Первая строка — это doctype. Doctype говорит браузеру, какую спецификацию мы используем и что именно мы хотим из этой страницы выжать. Здесь мы говорим, что мы используем последнюю спецификацию, самую свежую. Доктайпов вообще довольно много, но мы не будем говорить про все, нам достаточно использовать самый последний, чтобы работать с пятым HTML. Дальше мы объявляем, собственно, корневой элемент HTML, и здесь мы меняем обязательно язык на русский, потому что интерфейс у нас, если мы посмотрим на макет, русскоязычный, и для того, чтобы экранные читалки правильно прочитывали эту страницу, нам обязательно нужно указать атрибут length со значением ru, чтобы они не путались и читали кириллические символы правильно. Дальше мы объявляем секцию head. В секции head у нас находятся метатеги, которые описывают страницу. Первый из них – это кодировка. Мы используем всегда UTF-8, это сейчас золотой стандарт. Другие кодировки мы не используем, просто для того, чтобы не было никаких проблем с отображением кириллических символов, каких-нибудь еще символов, не знаю, если мы греческий алфавит используем для математических формул, например. В общем, кодировка всегда UTF-8. Этот тег можно убрать. Почему? Потому что он говорил браузерам Internet Explorer старым работать в режиме совместимости. Мы не собираемся поддерживать E9 и E8, нам это не нужно. Мы модные, стильные, молодежные, поэтому мы верстаем под последние браузеры. Поэтому этот тег нам никакой роли играть не будет, мы его можем спокойно удалить. А вот следующий метатег, он объясняет, как именно браузер будет отображать страницу на экранах разных. Здесь он говорит, что нам нужно, чтобы ширина вьюпорта, то есть той части, которая видна, равнялась ширине самого девайса. То есть если мы откроем страницу на iPhone, то ширина этого экрана будет соответствовать ширине вьюпорта. Если мы это откроем, например, на iPad, то, соответственно, ширина будет больше. И начальный скейл, то есть начальное приближение единица, чтобы страница не была приближена изначально. Дальше у нас стоит тег title, то есть заголовок этой страницы. Давайте назовем эту страницу Артем Пицца. И секция head заканчивается, то есть теперь мы можем приступить уже к верстке страницы. На самом деле мы эту страницу даже можем открыть в браузере. Понятно, что сейчас ничего видно не будет. Однако мы здесь уже можем видеть, что у нас есть заголовок этой страницы, просто потому что мы указали title. Кстати, страница без тега title считается невалидной, и ее использовать нельзя. Валидатор будет ругаться, поэтому всегда title нужно указывать. Что ж, вернемся в макет и посмотрим, какие блоки здесь есть еще раз. Собственно, шапочка, подвал, конструктор.
Начнем верстать с самого простого, что здесь есть, а именно с шапки и подвала, а потом уже потихонечку будем переходить к более сложным тегам, к более сложным блокам, типа конструктора и разных там контролов. Итак, первый блок, с которого начнем, это шапочка. Давайте вернемся в код. И здесь напишем элемент header с классом header. Нажимаем Tab, и у нас появляется элемент. Если мы сейчас посмотрим на страницу, то ничего не изменится, потому что сам по себе этот элемент никаких стилей не имеет. Никаких стилей, никакого отображения. Это просто блок, который говорит браузеру, что здесь находится заголовочная информация, либо что здесь находится шапка сайта. Именно хедер мы используем для шапки, потому что он для этого, собственно, создавался. Это называется семантика. То есть он говорит браузеру, что именно внутри него будет находиться. В нашем случае мы его используем для шапки, собственно, что совершенно правильно. А дальше по макету мы видим, что здесь у нас находится логотип. Как правило, логотип – это ссылка, внутри которой лежит картинка. И давайте создадим ссылку. Напишем с классом лого, с классом header лого. href, то есть куда ссылка будет ссылаться. Обычно логотип идет на главную, мы тоже сделаем главную. И внутри ссылки у нас будет картинка. Почему здесь два класса? Класс лого обозначает блок, класс header лого обозначает элемент. Мы об этом подробнее поговорим, когда дойдем до стилей, когда подробнее будем знакомиться, собственно, с бэмом. Сейчас мы просто зададим заранее классы, чтобы потом в следующий раз не тратить время на расстановку этих классов. Сейчас пока что скажу, что класс логотип, класс лого – это блок, а значит, элементы с этим классом можно ставить где угодно на странице, в любом месте вообще этого приложения. А класс header лого может обитать только внутри блока с классом header. То есть вот этот класс второй, он отвечает за контекстное отображение этого элемента. Ну, там, скажем, как этот элемент влияет на другие, как он отстает от другого элемента слева, какой у него отступ справа, вот такие вещи. А лого, там обычно содержатся стили, которые описывают в целом абстрактный логотип, который можно засунуть куда угодно. Но об этом, опять-таки, подробнее поговорим уже на примерах. Дальше нам нужна картинка, и чтобы эту картинку достать, нам нужно будет открыть исходники макета, то есть исходники этого прототипа, и вытащить отсюда эту картиночку. Давайте выделим нужный слой. Если я прицелюсь в него. Так. Найдем, где у нас заканчивается логотипчик. Вот эта группа слоев в фигме, она отвечает за логотип. Что мы с ним дальше собираемся сделать? Мы его хотим экспортировать. И сделать это в виде SVG. SVG – это формат векторной графики. То есть в нем картинки описываются не в виде набора пикселей с цветами, а в виде математических примитивов. Ну, там, кривые, эллипсы и так далее. SVG, как правило, весит гораздо меньше, но он не очень фотографичен. То есть он обычно подходит для логотипов, подходит для иконок. Ну, в нашем случае логотип будет прекрасно сделан в SVG. Нажимаем на экспорт, и пускай мы сохраним его на рабочем столе прямо сразу в нашей папке pizza. Создадим сюда папочку images, и в этой папке сохраним наш логотип. Посмотрим, где он. Чтобы получить к нему доступ в Finder, я обычно использую Reveal in Finder. И вот у нас, собственно, наш логотипчик, который мы экспортировали. Можно в предпросмотрщике посмотреть на него, вот видно, что он отображается хорошо, все прекрасно. Во-первых, мы его переименуем. Во-вторых, вытащим из лишней папки, которая сохранилась после экспорта из-за того, что в названии в макете был слэш. Вот здесь мы видим navbar, слэш-бренд, и из-за этого слэша у нас создалась папочка новая. Нам она не нужна, мы ее уберем. И теперь самое время заботиться о оптимизации графики. Даже учитывая, что мы используем SVG, нам все-таки стоит подумать о том, чтобы эту SVG-шку оптимизировать. Есть офигенный инструмент SVG OMG, Джейк Арчибальда. А вот теперь можно зум еще? Гигантский зум в браузере, покрупнее все сделать. Да, сейчас.
Вот. Ссылка на этот инструмент тоже будет в презентации к выступлению, стриму. И его мы сейчас заиспользуем. Просто бросаем сюда логотип, он какое-то время думает, и мы видим, что сейчас мы сэкономили аж, ну сколько тут, 12 килобайт. Просто потому, что мы кинули картинку в нужное место. Мы сохранили очень много веса, и теперь эту картинку можем стащить себе. SVG – это стандарт... Откройся. SVG – это текстовый файл, то есть мы можем открыть его как текст, даже несмотря на то, что он отображается как картинка в просмотрщике. Сюда мы можем сохранить тот текст, который мы скопировали из инструмента по оптимизации. Вот теперь у нас есть оптимизированная картинка, и мы ее можем добавить в наш код. То есть я сразу закрою лишнее. Мы ее можем добавить в код. Опять-таки, мы используем emit, поэтому просто пишем image, нажимаем Tab, и после этого у нас появляется черновик для заполнения элемента. У тега image есть два обязательных атрибута. Во-первых, src, то есть откуда нам брать картинку. Мы укажем лого svg. И alt. Alt — это альтернативный текст. Напишем туда логотип пиццерии. И альтернативный текст — это то, что появится в случае, если картинка не загрузилась. Ну, представим, что у нас случайно мы опечатались, и у нас картиночка не появилась. Почему у нас не появляется альтернативный текст здесь? В Safari есть некоторая особенность, которая не показывает альтернативный текст, если картинка меньше скольки-то там пикселей по высоте. Сейчас мы его увеличим, скажем, до 180. Добавим какую-нибудь ширину. И после этого он появится. В Firefox, например, такого нет. То есть если мы сейчас откроем Firefox, введем сюда адрес этой страницы, то увидим, что даже при отсутствии размеров альтернативный текст появляется. Зачем альтернативный текст нужен, кроме того, что он появляется, когда картинка не загрузилась? Он нужен еще и для того, чтобы экранные читалки произносили содержимое этой картинки. Так как если мы заходим с экранной читалки, мы слышим страницу, мы ее не видим. И картинку, чтобы ее услышать, нам нужно узнать, что на ней нарисовано. Как правило, в альтернативном тексте пишут, описывают то, что находится на изображении. Ну, в нашем случае это логотип. Если бы это была какая-то фотография, то нам бы понадобилось описать, что на фотографии изображено. Ну, там, такой-то человек платит столько-то денег за кусок пиццы, например, или что-то еще. В нашем случае достаточно описать логотип пиццерии. Ну, еще по-хорошему стоит указать, сколько эта картинка будет занимать по ширине и по высоте. Просто потому, что SVG без каких-нибудь стилей может занимать очень много размера на странице. Вы могли иногда замечать, что заходите на какой-нибудь YouTube, и у него логотип на полэкрана. Это потому, что не были заданы ограничения на размеры изображения или SVG-шки. Поэтому давайте мы посмотрим, сколько там в макете этот логотип занимает. 155 пикселей по ширине и 24 по высоте. И так здесь и напишем. 155, 24. Идем сюда, смотрим. Да, она не загружается, мы это поправим. Поменяем путь на верный, на правильный. И смотрим. Хорошо, а логотип появился. Логотип — это при этом ссылка, то есть она ведет на главную страницу. Так что, в принципе, первую часть шапки мы сверстали. Дальше, что мы видим на макете? На макете дальше у нас есть контрол для логина. Я нарочно сейчас не говорю, кнопка это или ссылка, потому что мы пока что не знаем, что это кнопка или ссылка. Сперва мы должны сходить к дизайнеру, узнать, что этот элемент делает. Если он ведет на другую страницу, то это ссылка. Если он делает что-то еще, это кнопка. То есть если он, например, открывает какую-нибудь форму
или модальное окно, или еще что-нибудь делает без перезагрузки страницы и без отправления нас на другую страницу, это кнопка. Я предлагаю в этом воркшопе считать, что это кнопка, просто потому что ссылку мы уже добавили, и было бы неплохо научиться еще работать с кнопкой. Поэтому давайте мы сейчас добавим в шапку еще и кнопку. Пишем button. И дальше, так как кнопка – это интерактивный элемент, мы обязаны написать, что эта кнопка выполнит. Ну, скажем, войти в аккаунт. А как же быть с тем, что на макете никакого текста нет? С одной стороны, мы обязаны кнопку подписать, потому что это интерактивный элемент, и экранные читалки должны прочитать, что эта кнопка сделает. С другой стороны, на макете никакого текста нет, и нам как-то с этим это противоречие нужно решить. На самом деле мы его решим с помощью доступного спрятывания текстом. Мы обернем этот текст в span с классом visually hidden. И когда будем работать с CSS, вот этот текст мы аккуратненько спрячем. Но спрячем не просто типа с концами, а сделаем так, чтобы экранные читалки его могли видеть, могли прочесть, а вот чтобы визуально его на странице было не видно. То есть чтобы вот такого не было, но экранные читалки, чтобы все еще могли его прочесть. Зачем вообще так заморачиваться с подписями к каким-то контролам? Ну, кнопка и кнопка, типа, ну, пусть там картинка внутри будет, я не знаю, пусть просто в фоне будет что-то. Если мы будем на эту страницу смотреть не глазами, а слышать ее, то пустая кнопка, она ни о чем не говорит. Типа, что эта кнопка сделает, куда она ведет, как она работает, непонятно. Поэтому у нее должен быть обязательно какая-то подпись. Можно использовать всякие ARIA-атрибуты, но мы этого делать не будем, потому что проще гораздо кнопку, собственно, подписать. Внутри текстом, ну, так не сделаем. Плюс научимся скрывать какие-то тексты или элементы доступно. В кнопке нам обязательно нужно указать тип button. Эта кнопка, она не отправляет никаких форм, она всего лишь вызывает какое-то действие, а именно открывает модальное окно. И поэтому у этой кнопки должен быть тип button. Потому что по умолчанию все кнопки отправляют форму. Нам нужно это избежать. Нам нужно сказать браузеру, что, дорогой, мы сами все обработаем, скриптами, там, чем-нибудь еще, поэтому не беспокойся. Вот тип button мы сами все сделаем. Еще раз смотрим на то, что у нас получилось. Хорошо, есть ссылка на главную, есть кнопка «Войти в аккаунт», которая при нажатии никаких форм не отправляет. Все прекрасно. Есть ли какие-нибудь вопросы so far? Если нет, то я продолжу. Вопросы всегда будут с задержкой. YouTube идет с задержкой, поэтому пишите ваши вопросы. Будет момент, когда будет время на них. Хорошо. Я тогда пока продолжу. Сейчас мы, пожалуй, сверстаем футер, потому что он попроще, чем вот это вот все монструозное совершенство. Мы сейчас сверстаем футер, а потом уже двинемся к более сложным элементам. В футере у нас что? Есть одна кнопка, которая как раз будет отправлять форму, вот эту вот форму, и нам нужно будет эту кнопочку правильно сверстать. Идем в код. После хедера создаем элемент footer с классом footer. Опять-таки, мы используем не какой-то div, мы используем именно footer, который создавался специально для того, чтобы сказать браузеру, что это либо какая-то завершающая информация, ну, там, в карточке или еще где-нибудь можно такую подытоживающую информацию класть, либо это подвал сайта. В нашем случае подвал сайта, и вот мы сюда добавляем элемент с классом footer. А дальше мы создаем кнопку, на этот раз с типом submit, потому что она будет отправлять форму. Какую именно форму мы пропишем позже, когда начнем ее верстать. Но сейчас можно создать кнопку, написать ее текст на 600 рублей. Или там сказать за 600 рублей. Посмотрим, как это работает. Появилась кнопочка, внутри футера, все хорошо. И теперь, после того, как мы создали кнопку с футером,
можно приступить к главному контенту. Главный контент у нас здесь состоит из нескольких разделов, а именно первый вот раздел с текущими ингредиентами и там второй раздел с непосредственно формой. Главный контент мы будем хранить в теге main. Main с классом main. Опять-таки, мы используем не div, мы используем main, потому что это элемент, который объяснит браузеру, что именно здесь находится главное содержимое сайта, ну, в смысле, страницы. Тегов main на странице должно быть лишь один, либо если их несколько, то виден должен быть один, все остальные должны быть скрыты. В нашем случае тег main 1, мы ничего не нарушаем, все хорошо. Внутри у нас есть заголовок «Собери свою пиццу». Давайте добавим этот заголовок. Важно, что мы должны соблюдать порядок заголовков, а именно начинать именно с первого. «Собери свою пиццу». В нашем случае в макете все хорошо, то есть мы видим, что первый заголовок самый большой, самый жирный, второй заголовок чуть поменьше, чуть потоньше, в принципе, все нормально. Иногда бывает, что на макете первого заголовка либо вообще нет, либо он какой-то жухленький и непонятно, что он первый, хотя по семантике он первый. На это нужно обращать внимание и обсуждать это с дизайнерами, потому что важно, чтобы порядок заголовков был соблюден. Опять-таки потому, что заголовки — это ориентиры для тех же экранных читалок, и по заголовкам можно путешествовать по странице, то есть переходить с одного на второй, на третий и так далее. Поэтому их порядок тоже очень важен. Вот мы добавили первый заголовок, и дальше можно приступить к разделу с ингредиентами. В разделе с ингредиентами у нас будут картинки, как мы видим. Тут есть поднос, есть тесто, сыр, мясо какое-то, всякие овощи. И картинки в вебе можно сверстать разными способами. Можно это сделать фоном, можно это сделать тегом image, как мы делали логотип. В чем разница? Картинки, которые содержат важную информацию, смысловую нагрузку, называются контентными. Мы их всегда верстаем тегом image, добавляем альтернативный текст, иногда подписи. А картинки, которые несут только декоративный характер, их лучше верстать фоном. Просто потому, что описывать декорацию смысла никакого нет. Это будет только шуметь, это будет мешать. Поэтому разница между такими картинками именно в том, как мы их верстаем. Вот здесь, я думаю, что поднос можно спокойно посчитать за декорацию, потому что это не важно, какой там поднос. А вот какие картинки у нас, какое тесто, какой сыр, какое мясо, это все похоже на декоративное изображение, на контентное изображение, потому что нам важно знать, что это за тесто, какой сыр, сколько сыра и так далее. Поэтому я предлагаю поднос сверстать фоном на следующий раз, а вот эти картинки остальные сверстать тегом image, как контентное изображение, и заодно поместить их в тег фигур для того, чтобы научиться делать подписи. Не только альтернативный текст научиться делать, но еще и подписи. Итак, у нас новый раздел. Создаем новый раздел. Для него я использую тег section и класс showcase. Section — это не просто замена тегу div, потому что section обозначает какой-то завершенный раздел на странице. В нашем случае, как мы уже говорили, здесь разделы два. Первый вот с конструктором и второй с формой и всем остальным. Если мы объявляем раздел, то неплохо бы его озаглавить. Поэтому давайте добавим h2. И опять-таки на макете его нет, но мы добавим его и потом скроем «Доступно» Visually Hidden, и туда напишем выбранные ингредиенты, например. Либо там текущая пицца, либо что-то еще, чтобы оно описывало правильный раздел. И вот в этом разделе мы уже перечислим наши выбранные ингредиенты. Что у нас тут есть? Ну вот в самом простом варианте это тесто, это сыр, это овощи какие-то. Поэтому давайте сверстаем самый простой вариант, чтобы время сэкономить. И объявим здесь сколько? 3 элемента. Если у нас есть перечисление,
то мы будем использовать список. Давайте возьмем неупорядоченный список, пускай у него будет класс showcase components. Внутри списка мы укажем, что будут пункты списка с классом showcase component, и таких элементов будет 3. Что это за монструозная конструкция? Это то, как Emmet поможет нам преобразовать одну строчку в огромное количество. Что здесь происходит? Мы описываем, что мы хотим получить в начале список, добавить ему такой-то класс, а потомками его сделать пункты списка с таким-то классом и вот в таком количестве. То есть 3 штуки. Нажимаем Tab, и у нас появляется, собственно, 3 этих самых пункта списка. Если мы сейчас сохраним и посмотрим на страницу, мы увидим, собственно, наш объявленный заголовок и увидим, что у списка появляются маркеры. Мы пока не беспокоимся, что у нас появляются маркеры, какие-то стили. Это все мы сбросим завтра, когда будем писать стили для этого элемента. Сейчас мы пока что уделяем внимание именно семантике. В каждом пункте списка у нас по-хорошему должна быть картинка, которая описывает продукт. В целом, описание продукта можно, конечно, вынести в alt, то есть в альтернативный текст. Но на самом деле даже людям, которые прекрасно видят экран, эти картинки не очень, так сказать, информативны. Типа, что это за тесто? Я фиг знает. Какого сорта пшеницы оно сделано? Что это за сыр? Сколько его там? Тоже не ясно. То есть в идеале хотелось бы, чтобы картинка была как-то подписана. И для того, чтобы делать изображение с подписями, у нас есть специальный тег. Тег, который называется figure. У этого тега есть некоторые правила. Во-первых, у него должна быть обязательно либо картинка, либо код, либо что-то, короче, медиа, какая-то сущность, которую нужно подписать. И вот в этом figure у нас будет картинка, и еще будет подпись. Для подписей используется специальный элемент fig caption. Но из-за того, что у нас на макете его не видно, этой подписи, мы опять добавим класс visually hidden. Что у нас тут может быть? Давайте сейчас... у меня все зависло. Простите. Вот. Что у нас тут может быть? У нас какое-то тонкое тесто. Давайте в подписи напишем тонкое тесто из высшего сорта пшеницы с классическим томатным соусом. Пусть будет так. Мы опять добавляем visually hidden, потому что на макете этого нет. Зачем вообще верстать то, чего на макете нет? В целом, мы, конечно, могли бы это пропустить, но семантически хочется заложиться на ситуацию, когда у нас появятся эти подписи. То есть представим, что у нас макет поменялся, и здесь каждый из ингредиентов превратился в такой списочек с иконкой. Иконка слева, подписи справа, и вот в подписях написано, что это такое. Не хочется, чтобы потом пришлось много переверстывать, поэтому сразу семантически заложимся на наличие подписей. И плюс убьем еще зайца с доступностью, потому что подпись – это хорошая подпись для картинки. Хороший, в том числе, альтернативный текст. Итак, что нам дальше нужно сделать? Дальше нам нужно добавить эти самые картинки. Для того, чтобы их добавить, нужно их из макета сперва вытащить. Давайте сходим в макет и посмотрим, есть ли у нас, в принципе, какие-то ассеты. И они здесь есть. Здесь есть отдельная страница, которая называется Assets, которая сейчас, наверное, загрузится. Немножко оно что-то подвисло. Пользуясь случаем, можно ли фигму либо на полный экран, либо тоже ее зумить? Я сегодня буду это часто повторять, потому что ничего не видно, когда такое. Сейчас, сперва, чтобы что-то сделать фигму, нужно, чтобы она отвисла. Так. Сейчас я ее разверну.
Не забывайте писать ваши вопросы. Все ли вы знали? Знали ли вы про tag figure, например, и про fig caption, про main? Сейчас это нужно тоже все приблизить. А как мне приблизить, кстати, в фигме именно интерфейс? Тут приближается... Все это делается путем изменения разрешения на компьютере и использования более маленького монитора. Другого способа нет. Ну вот мы его приблизили уже. Так что мы сегодня, получается, адаптивная верстка. Вот можем как скринридер сейчас прочитывать то, что видим на экране. Сейчас я попробую в макете открыть страницу Assets. И она почему-то грузится очень долго. Я пока не могу понять, почему. Возможно, потому что компьютеру сложно. Александр пишет, что про фигуру вообще не слышал, пока непонятно, для чего и как работает. Фигма, короче, грузится, я объясню, для чего нужен тег-фигура. Представьте себе какую-нибудь научную статью, или, скажем, если вы были в университете, пояснительную записку к лабораторной, к, не знаю, к диплому, и вас, наверное, каждый раз били по рукам за то, что у вас картинки не подписаны. Так вот, подпись, которая связывает картинку с основным текстом, она должна быть браузеру понятна. То есть он должен понимать, что вот какой-то текст – это подпись картинки. Мы не можем использовать просто параграф, потому что параграф – это просто текст. Типа это какой-то текст на какой-то странице. Fig caption же, он говорит, что картинка внутри вот этого фигура, она связана с основным контентом с помощью вот этой подписи внутри. То есть это как будто бы мы говорим, что на рисунке таком-то нарисовано то-то. И именно вот эта подпись, она связывает основной текст страницы с этой самой картинкой. По сути, это именно такой, не то чтобы костыль, это способ объяснить браузеру, что именно это за текст. Так, оно, короче, что-то не особо работает. Давайте вернемся обратно в прототип. Может быть, откроешь просто фигму в браузере? Зато там можно будет призумить нормально. В браузере. Может быть, и в браузере. Сейчас у меня где-то была ссылка на макет сейчас. И Максим пишет, что Command плюс в браузере десятки раз. Согласен. Так, сейчас посмотрим на фигму в браузере. Так. Open an editor. Александр уточняет, это больше для SEO или чисто браузеру? Про фигму. Для SEO тоже. То есть это положительно влияет и на поисковую оптимизацию, хотя в первую очередь это скорее про доступность, потому что мы таким образом объясняем, что это за картинка, как она связана с текстом. И причем разница между, кстати, альтернативным текстом и подписью в том, что альтернативный текст описывает, что на картинке, а подпись описывает, как эта картинка связана. Я приложил в ссылках, в презентации будет ссылка на то, на подробный разбор разницы между Fig caption. Стоит почитать. Так, оно открылось, сейчас я делаю плюс. Вот сейчас крупнее все, да. Так. И попробуем в этот раз нажать на Assets. О, вуаля, окей. Короче, браузерная фигма работает в 1000 раз лучше, чем не браузерная. Пользуйтесь браузером. Итак, у нас в ассетсах дизайнеры бережно и замечательно собрали все вообще топпинги, все овощи, все тесто и весь сыр, который только может быть. И нам отсюда достаточно его, собственно, забрать. Но давайте подумаем, какого размера мы хотим эти картинки использовать. Потому что картинки, они, вот эти вот именно картинки, они растровые. И если они растровые, то мы не можем их масштабировать как вектор. Векторные картинки можно вообще растягивать на 1000 пикселей, и они будут выглядеть нормально. А вот растровые, если их растянуть сверх меры, они будут выглядеть мыльно. При этом, с другой стороны, если растровая картинка большая,
она до хрена весит, и нам как бы нужно содержать, баланс найти между размером картинки и ее весом. И в чем здесь основной затык? Мы не знаем, на каком устройстве пользователь откроет страницу. То есть какая будет плотность пикселей, какая будет ширина экрана. Всего этого мы сами не знаем, это знает только браузер. И нам бы хотелось браузеру просто предложить несколько картинок, и чтобы он выбрал ту, которую хочет загрузить. Не чтобы он загрузил все, а потом выбрал, а чтобы он выбирал перед загрузкой. И на самом деле такой способ есть. Мы его сегодня используем, но давайте сперва вытащим картинки, которые у нас есть в разных масштабах. Вот здесь, когда мы экспортируем фигму, из фигмы картинку, у нас есть суффикс, то есть с каким масштабом мы собираемся эту картинку экспортировать. Можно экспортировать ее с масштабом 1, можно экспортировать с масштабом 2 и так далее. Чем больше масштаб, тем, соответственно, больше картинка по ширине и по высоте. Мы для примера вытащим два варианта. Картинку с масштабом 1 и картинку с масштабом 2, чтобы браузеры с высокой плотностью загрузили большую картинку, а браузеры с маленькой плотностью загрузили маленькую картинку. Ну, давайте экспортируем вначале с масштабом 2. Вот она упала сюда. И с масштабом в 1. Тоже сохраним ее и посмотрим, что здесь получилось. Удобно для картинок с каким-то другим масштабом использовать запись через собачку. Собачка и сколько она по масштабу занимает. В нашем случае собачка 2х. Картинки просто с обычным масштабом мы сохраняем такими же, какие они были. Давайте это перенесем. И также достанем все остальные картинки, которые нам нужны. Что у нас в макете есть? Вот у нас тут есть сыр и есть еще помидорчики. Вернемся в Assets. И достанем также сыр, вот этот моцареллу. Также тоже в двух вариантах. Вначале 1х сохраним, а затем в масштабе 2х тоже сохраним. Пойдем поменяем название. Здесь добавим собачка 2х. И то же самое сделаем с помидорами. Помидоры. 1х и помидоры 2х. Смотрим, что у нас здесь есть. Меняем название для tomato 2х. И дальше нам снова нужно заботиться о размере наших картинок. Мы их можем оптимизировать с помощью Compress.png. Это сайт, на котором можно загрузить наше изображение, а после этого получить оптимизированные версии этих картинок, которые весят гораздо меньше. Ссылка на этот инструмент тоже будет в конце презентации. Давайте возьмем все эти картинки и загрузим их сюда. И вот мы видим, что на каждой картинке мы сэкономили примерно 60% веса. Это на самом деле много, и это хорошо, что мы озаботились оптимизацией, потому что теперь наша страница будет гораздо быстрее загружаться из-за того, что картинок меньше. Точнее, не картинок меньше, а они весят меньше. Вытащим эти картиночки и положим их рядом с логотипом в нашу папку с проектом внутри папки Images. Закроем лишнее, вернемся сюда. И давайте теперь добавлять картинку для нашего тонкого теста. Картинку, если мы ее кладем внутрь тега figure, нужно обязательно ставить либо первый, либо последний. Мы ее поставим первый, напишем image, достанем картинку. Какая это у нас картинка? Это у нас тонкое тесто, thin. Alt в этом случае можно не писать. Почему? Потому что у нас здесь есть уже подпись, в которой написано, что на картинке изображено, и при этом она еще и связывает нашу картинку с текстом. То есть если у нас подпись, в принципе, похожа на альтернативный текст по содержанию, то альтернативный текст можно не писать. Просто если мы продублируем то же самое в Alt, то при прочтении этой страницы у нас будет читаться один и тот же текст два раза, а это ну такое себе.
это будет мешать, шуметь, и лучше тогда оставить только плотность. Как нам теперь, собственно, сделать, чтобы браузер выбирал между картинками с разными ширинами? Для этого у картинок у тега image есть атрибут src-set. Он принимает список из картинок и некоторых, так скажем, модификаторов. Мы можем указать, что браузер должен загрузить картинку по адресу images.png, когда у него плотность пикселей равна 1, то есть 1x. И он должен загрузить картинку по адресу png, когда плотность пикселей у него равна 2. Мы здесь через запятую в этом атрибуте указываем список из картинок и условий, при которых надо загружать. То есть первую загружаем в обычных экранах, вторую загружаем, когда плотность пикселей равна 2. Ну, ретинные экраны всякие или другие экраны с высокой плотностью. Браузер посмотрит на этот атрибут, увидит, что есть некоторые варианты, посмотрит, какое у него соединение, насколько высокая скорость, какая у него плотность пикселей на экране, какой экран, какая ширина, вот это все, и сделает вывод о том, какую картинку лучше загрузить. Ну, для того, чтобы посмотреть, как это работает, перезагрузим страницу, посмотрим, где мы ошиблись конечно. Давайте просто поменяем сейчас название всех изображений. Уберем PostFixMin, который у нас добавился после их оптимизаций, и оставим в таком виде. Потом поправим адреса картинок здесь и посмотрим еще раз на браузере. Окей, здесь мы видим изображение, которое появилось. Однако нам это ни о чем не говорит. Ну, типа картинка и картинка. Как проверить, что загрузилась какая-то из предложенных? Открываем Sources, вкладку Sources, и смотрим, какая из картинок загрузилась. Здесь браузер сделал вывод, что ему нужна картинка с размером 2, потому что плотность пикселей на экране высокая. Ну, это типа экран там с каким-то особым разрешением, и у него плотность пикселей там типа 2 с чем-то. И вот браузер смотрит такой, ага, мне предлагают загрузить картинку, которая больше весит, но при этом у меня стабильное соединение, у меня высокая плотность, я могу ее загрузить безболезненно, и загружает ее. Если вдруг у меня бы было какое-то плохое соединение, или там, не знаю, экран был другой, то браузер загрузил бы не вот это изображение, а вот это, которое чуть-чуть более мыльное. Не знаю, видно ли это на экране в трансляции, но вот эта картинка чуть более мыльная, чем вот эта. При этом, если браузер старый, типа там какой-нибудь E9 или там E10, и не понимает атрибуты src-set, то он просто загрузит то, что мы укажем в атрибуте src. Это такой fallback. То есть, если браузер старый и не понимает новых атрибутов, то мы загружаем какую-то картинку. Ну, скорее всего, у него не очень высокая плотность, поэтому загрузим просто обычную картинку в размере 1x. А вот если браузер новый, то мы предложим ему из нескольких выбрать какую-нибудь себе. При этом мы можем еще также использовать новые форматы, всякие там WebP, AVIF, и потом с помощью элемента Picture добавить их на страницу, но у нас не очень много времени, поэтому мы этого делать не будем. Просто оставим выбор из 2 изображений здесь. Теперь то же самое нужно размножить на остальные ингредиенты, потому что в макете их у нас 3. Вернемся в прототип. Вот, их тут тесто, сыр и томаты. Поэтому вернемся в код, скопируем вот эту вот часть и размножим на другие пункты списка. Добавим сюда, добавим сюда. И во втором пункте укажем сыр, моцарелла. Во всех картинках поменяем thin на моцарелла. А здесь подпишем, скажем, 100 граммов сыра моцарелла. А в последней картинке у нас были томаты, поэтому мы поменяем адрес картинки на
tomato.png. Во всех случаях меняем адрес. И дальше указываем слегка обжаренные томаты. И смотрим на результат в браузере. Что у нас получилось? У нас есть список, в котором каждый из пунктов содержит в себе картинку с ее подписью. Таких пунктов 3, и они, собственно, вот все у нас здесь есть. Потом, когда мы будем это все стилизовать, мы вот это вот все, этот список, превратим в то, что у нас на макете. Мы аккуратненько это все соберем в одном месте, мы это все отпозиционируем так, чтобы оно находилось по центру, добавим туда поднос с фоном, будет все красиво. А сейчас, когда у нас голый HTML, у нас это все еще и информативно. То есть мы видим, что это за тесто, сколько сыра, какие томаты и так далее. Идем дальше. Дальше у нас по макету начинается форма заказа. Это та самая форма, которую будет отправлять кнопка внизу. И для того, чтобы начать ее верстать, нам нужно объявить новый раздел. Есть новый раздел с заголовком, с каким-то текстом, описанием, и внутри него форма будет. Давайте внутри тега main объявим еще один раздел. Section с классом order. Если это раздел должен быть заголовок, в этом случае на макете заголовок есть, на нем написано «Твоя пицца», поэтому мы можем взять и перенести туда заголовок, написать «Твоя пицца». А также, чтобы, опять-таки, в следующий раз не терять времени, мы сразу зададим нужный класс. Напишем класс order title. И перенесем также с макета все вот эти элементы. Это у нас что? Это у нас текст. Текст, кстати, с фигмы можно спокойно скопировать. То есть мы можем взять, навести фокус на нужный элемент, в нашем случае это вот этот текст, а дальше в свойстве контента нажать копию. И тогда, даже если у нас права только на просмотр этого макета, то есть мы не можем его менять, редактировать, даже если мы только можем его просматривать, мы не обязательно будем набирать весь текст руками. Мы можем взять и скопировать текстовое содержимое отсюда и перенести его сюда. У нас, если посмотреть внимательно на этот текст, то первая строчка похожа на параграф. Она описывает, что это за тесто, какой толщины, какого диаметра. А вторая строчка похожа на список, потому что это перечисление, типа томатный соус, моцарелла, томаты. Это можно сделать параграфом, но лучше сделать списком, потому что, опять-таки, это перечисление. Поэтому давайте подберем необходимые элементы. Как мы говорили в первом случае, нам достаточно параграфа с классом, допустим, order label, и туда мы перенесем текст 30 сантиметров на толстом тесте. А вот для второго текста нам понадобится список. Пускай у него будет класс order ingredients. И внутри списка у нас будет 3 пункта с классом order ingredient. 3 штуки. Нажимаем Tab и получаем вот этот список. Переносим потихонечку текст каждого из пунктов в тег li. Обратите внимание, что я не переношу вот эти вот разделители. Это, по-моему, mid-dot называется. Их я не переношу, они не будут в разметке. Их мы сделаем тоже стилями. Просто для того, чтобы вот эта вот штука, опять-таки, при прочтении страницы не мешала. Мы хотим, чтобы это прочитывалось томатный соус, моцарелла, томаты, а не томатный соус, мид-дот, моцарелла, мид-дот, томаты. Все должно быть чистенько. Так, с этим разобрались. Переходим, собственно, к форме. Вот у нас есть экранчик с формой. Вначале мы проанализируем, что там у нас будет находиться вообще в этой форме, и потом приступим, собственно, к ее верстке. Внутри формы мы видим несколько разных типов контролов. Вот эти контролы, которые похожи на переключатели, это
переключатели с единственным выбором, то есть это такие радиокнопочки. Мы можем выбрать только один, а все остальные будут выключаться. И дальше внизу мы видим вот такие контролы, которые похожи на чекбокс. То есть мы можем сделать множественный выбор. Накидать моцареллу, чеддер, горблю, всего чего угодно, и не только в одном экземпляре. Поэтому здесь у нас будут input с типом чекбоксы, а вот здесь у нас будут инпуты с типом радиокнопки. А для того, чтобы использовать инпуты, нам нужно объявить форму. И давайте напишем сюда форму. Tag form с ID order. Зачем нам нужно ID? Помните, я недавно говорил, что у нас есть кнопочка, которая отправляет форму на странице. Эта кнопка, она находится снаружи. По умолчанию кнопки смотрят на родительские элементы и отправляют ту форму, в которой они находятся. Но из-за того, что у нас эта кнопка находится снаружи формы, вот, собственно, кнопка, а вот форма, нам нужно как-то их связать. И мы с помощью ID сможем это сделать. Идем в кнопочку, прописываем атрибут форм и дальше указываем ID той формы, которую она должна отправить. То есть теперь при нажатии вот этой кнопки она будет отправлять вот эту форму. Удобно, то есть этим можно пользоваться, кнопки не всегда должны находиться внутри формы. Их можно связывать через ID-шник. Action – это атрибут, в котором мы пишем адрес, куда отправлять данные из формы. В нашем случае это не важно, мы просто верстаем, пусть он остается пустым, тогда данные будут отправляться на ту же самую страницу. Мы, кстати, так можем проверить, как данные сериализуются. Потом посмотрим на то, как это работает. Итак, мы объявили форму, объявили ID-шник, связали ее с кнопкой, и теперь можно начинать добавлять набор полей. Если посмотреть на макет, то здесь будет видно, что поля сгруппированы. И какая-то часть полей, она находится на одном ряду, какая-то часть переносится на следующую строчку и на следующую строчку. Но каждая из этих вот групп небольших, она подписана. И вот эти вот поля, они находятся в таком вот подблоке. Для того, чтобы группировать поля, в HTML есть специальный тег. Называется fieldset. И именно этим тегом мы будем пользоваться. Объявим первую группу полей. fieldset. С классом тоже, допустим, fieldset. И внутри, когда мы объявляем группу подпись для полей, нужно делать с помощью тега legend. То есть если мы используем fieldset, то для подписи названия этой группы можно использовать тег legend. А у него пускай будет класс fieldset title. Что у нас в первой группе полей есть? Тут размер. Давайте в legend напишем размер. Дальше. Внутри этих групп, пока сосредоточимся на первой, у нас есть список с вариантами ответа. То есть это либо 30, либо 35. Каждый из контролов будет радиокнопкой, но так как их несколько, мы будем использовать еще и список. Для того, чтобы отделить название от содержимого этой группы полей, мы добавим сюда просто div с классом fieldset content, а внутри уже будем накручивать список. Итак, в списке будут подписи 30 и 35 сантиметров. Давайте создадим, собственно, список. Класс радио. И внутри пускай будет li класс радио i. Внутри списка мы объявим, собственно, input. У нас есть несколько разных инпутов. Мы выберем радио. Где мы тут? Радио. И name. Что у нас здесь? Размер же, да? Размер. Name описывает, что это за данные. То есть мы, когда на сервер отправлять будем эти данные, нам нужно объявить, за что это значение отвечает. И в нашем случае это размер пиццы, поэтому мы укажем size. Ну, можно также указать еще value.
есть в первом случае у нас будет 30 сантиметров, а во втором случае будет 35. Потом мы его доверстаем. И кроме, собственно, инпута у нас есть еще и подпись. 30 сантиметров. Посмотрим на результат. Идем сюда. Ага, вот у нас появился field set. У него здесь есть некоторые стили по умолчанию. Это опять-таки мы поправим завтра. Легенда находится, то есть подпись этой группы находится вот здесь. Это мы тоже исправим завтра. И вот у нас есть первый пункт списка, в котором есть радиокнопка с значением 30 сантиметров. Однако просто написать 30 сантиметров рядом недостаточно. То есть сейчас вот этот текст для браузера никак не связан с этой радиокнопкой. Чтобы их связать, то есть чтобы подписать вот этот input, нам нужно каким-то образом объяснить браузеру, что вот этот текст, он относится к этому инпуту. Для этого придуман специальный тег, который называется label. Label. Ну и пускай у него будет radio option class. Этот тег, внутрь него мы поместим и радиокнопку, и текст. На первый взгляд ничего не меняется. То есть вот как было 30 сантиметров и кнопка, так и осталось. Но теперь, если мы нажмем на 30 сантиметров мышью, у нас включится радиокнопка. То есть раньше этого не было. Раньше мы нажимали на текст, и ничего не происходило. Сейчас кнопка включается, потому что браузер знает, что вот этот текст 30 сантиметров – это подпись для вот этого контрола. Мы убиваем таким образом двух зайцев. Во-первых, это удобнее, то есть нам не нужно целиться в маленькую кнопочку, мы можем нажать на текст, и она включится. А во-вторых, это отличный способ связать текст и контрол. Мы вспоминаем, что контролы должны быть подписаны, чтобы экранные читалки объясняли пользователю, что это за контрол, за что он отвечает. И с помощью лейбла можно, собственно, этого добиться. Связать контролы можно двумя способами, то есть второй способ использовать atribute for, но мне нравится просто класть и текст, и input внутрь лейбла. Это выглядит красивее, это работает лучше. Ну и на второй способ у нас просто не хватит времени. Давайте текст обернем в span. Опять, чтобы завтра было проще стилизовать это все. 30 сантиметров, добавляем внутрь спана. Проверим, что ничего не поменялось. Все хорошо, все работает, прекрасно. Теперь мы можем добавить второй пункт списка и указать 35 сантиметров в качестве значения. Посмотрим. Хорошо, у нас есть две кнопочки, но если посмотреть на макет, то первая кнопка должна быть выделена. И чтобы это работало, мы добавим первые кнопки, первому инпуту с тегом радио, атрибут checked. Тогда, после того, как мы перезагрузим страницу, он будет выделен по умолчанию. То есть атрибутом checked мы можем указывать, какая из этих радиокнопок будет выделена. Итак, теперь возвращаемся к макету и добавляем необходимые инпуты для теста и выберите соуса. Давайте добавим еще один field set. Для того, чтобы удобно работать с вложенными тегами, мы можем в VS Code нажимать на стрелочки. Они будут сворачивать какой-то элемент и все его содержимое. И мы можем таким образом выделять весь элемент разом. Не ходить по большому количеству строк, а просто выделить его. Так, вторая группа, она отвечает за тесто. Давайте напишем тесто. Здесь у нас будет name do, потому что оно отвечает за тесто. И тут у нас есть два варианта, тонкое и пышное. Напишем в первом случае thin, а здесь тонкое. А во втором случае напишем значение thick и укажем пышное. Посмотрим на то, что здесь получилось. Ой, не перезагружай макет, перезагружай страницу. Переключение работает, все хорошо. Можем переходить к... Ну вот, придется все-таки макет перезагрузить, окей.
Можем переходить к соусу. Давайте добавим еще и соус. Опять же, свернем field set. Скопируем его. Немножко подтормаживает, простите. Свернем field set, скопируем и добавим сюда подпись «Выберите». Соус. А здесь скопируем все варианты, которые у нас есть. Какие у нас там варианты есть? Можно запустить прототип, чтобы повращать прокрутчик с соусами. Прототип запускается кнопкой Play. Откроется он в новом окне, там какое-то время загрузится. Пока что начнем переносить значения. Во-первых, у нас name будет сыр, а не соус. Так, да. Соус. Здесь тоже соус. Покрутим, посмотрим, что у нас тут есть. Томатный, майонез, острый, грибной. И все это сюда перенесем. На самом деле я предлагаю сейчас руками все это не переносить. В исходниках на GitHub будет обновленная версия с перенесенными соусами. Что здесь поменяется? Ну, во-первых, name, то есть мы поставим соус, и в value укажем, соответственно, имя для каждого из соусов. Ну, и здесь поменяем название и подписей. Все остальное останется таким же, просто для того, чтобы сейчас не тратить время на перенос с макета каждого из вот этих маленьких вещей, мы сэкономим кучу времени, если просто перейдем к следующему элементу. Все вот это я потом поменяю и поделюсь исходниками на GitHub. Что дальше? Дальше у нас находятся поля с множественным выбором. Тут у нас сыр, овощи и мясо. Какая-то из этих частей может прокручиваться, если их не очень много, то они не крутятся. Ну и, собственно, выбрать можно больше, чем одну. Для того, чтобы множественный выбор работал, мы будем использовать чекбоксы. Итак, вернемся в нашу форму, объявим новый field set. Объявим новый field set. Так, field set, класс field set. Ну и тоже можно указать сразу legend с классом field set, title. И здесь у нас будет подпись «Добавьте сыр». Добавьте сыр. Внутри класс field set. Внутри контента у нас будет, собственно, снова список, потому что это опять-таки перечисление ингредиентов. У нас будет список, который внутри себя будет содержать чекбоксы. Давайте объявим список. Будет называться UL plus ingredients. А внутри него будут пункты списка с классом ingredients, item, которых будет 3 штуки. Ну, в первом случае у нас их 3 сыра, поэтому мы пока что поставим 3 штуки. Что у нас внутри будет? Внутри у нас будет лейбл, в котором будут находиться подпись, картиночка и чекбокс. Чекбокс мы сверстаем, собственно, инпутом type чекбокс, но потом мы его застилизуем таким образом, чтобы он выглядел как кастомный. Опять-таки, нам понадобится лейбл для того, чтобы вся вот эта область всего ингредиента была кликабельной. Типа мы тапаем куда-нибудь на картинку, и у нас включается чекбокс. Поэтому мы будем использовать лейбл.
Ну и плюс он автоматически связывает подпись моцарелла 29 рублей с этим чекбоксом. Давайте добавим сюда лейбл, внутри которого опишем. Во-первых, моцарелла 29 рублей. А во-вторых, добавим сюда input type checkbox, у которого будет name cheese, то есть мы описываем сыр. ID-шник нам здесь не нужен. И value моцарелла. Вот так. Теперь это продублируем для остальных сыров. Что у нас там было? Чеддер и дроблю. Чеддер. Соответственно, здесь у нас value тоже будет чеддер. И дроблю. Здесь у нас будет дроблю. Что еще сразу стоит подготовить к стилизации? Ну, здесь мы видим, что у нас подпись, точнее, название этого ингредиента, оно занимает какое-то место, и цена потом сбрасывается. То есть она, во-первых, переносится на следующую строку, а во-вторых, у цены размер текста побольше. То есть, скорее всего, они будут находиться в разных элементах. Плюс цена и чекбокс, они находятся раскиданы по краям контейнера. Скорее всего, мы будем использовать флексы для этого, поэтому их тоже нужно поместить в отдельный элемент. Поэтому, чтобы в следующий раз не тратить время, мы сейчас сразу это застилизуем. Во-первых, добавим класс ingredient, потому что почему бы нет. Для заголовков добавим span с классом ingredient title. И в этот span добавим только название. Цену мы обернем в span с классом ingredient price. Цену. И мы помним, что вот эти элементы нам нужно будет раскидать по краям, поэтому мы их обернем в span с классом ingredient и добавим их вот туда. Теперь то же самое нам нужно сделать с остальными элементами. Ну, проще всего, конечно, просто скопировать разметку, а потом перенести то, что у нас отличается. Чеддер. Чеддер тоже. А старые убрать. И еще раз для последнего элемента. Здесь тоже blue. И в инпуте blue. Ну, проверим, что у нас там получилось. Идем на нашу страницу с версткой. У нас появляется новая группа полей. Добавьте сыр. И здесь есть какие-то чекбоксы. Опять-таки, на макете один из них выделен, поэтому давайте сразу пропишем для первого атрибут checked. И тогда после перезагрузки он будет сразу выделен по умолчанию. Чекбоксы отличаются от радиокнопок тем, что, собственно, их можно выделять несколько. А радиокнопки не работают только по одному. Дальше в макете у нас все то же самое, только для овощей и мяса. Сейчас, опять-таки, можно также скопировать field set, добавить его туда, но в этот раз я приготовился и добавил себе шпаргалочку, в которой просто сохранил всю разметку этих новых групп полей. Сейчас я ее скопирую и вставлю прямо на страницу. Копия, paste. Собственно, здесь все то же самое, просто единственное, что отличается, это подпись внутри tag legend и значение для заголовков, значение для name, то есть в случае с овощами у нас будет vegetables, в случае с мясом это будет meat,
Ну и value для каждого из пунктов тоже разный, потому что там либо томаты, либо что-то еще. Проверим, как это сработало. Такие же абсолютно группы полей появились, только с овощами и мясом. Вот. Если мы сейчас выбираем всякого в этой форме, а потом нажмем на кнопку «Заказать за 600 рублей», то мы видим, что у нас, во-первых, страница перезагрузилась, потому что так по умолчанию работают формы, а во-вторых, что у нас вот тут в Search Query появились некоторые параметры. Тут указано вот size 30, это именно то, что у нас было выбрано в группе полей с размером пиццы, выбрано какое-то тесто, выбран соус, и те пункты, в которых был сделан множественный выбор, то есть несколько, они перечислены таким вот образом. То есть чиз моцарелла, есть чиз чеддер и так далее. Это нужно будет учитывать уже, собственно, при интеграции страницы с сервером, при работе с, собственно, приложением, если мы будем делать всякие прогрессивные улучшения для форм, которые могут отправляться либо скриптами, либо по умолчанию с нативными средствами HTML, это, собственно, будет головной болью. А сейчас нам просто нужно было сверстать эту страницу, и чтобы она работала. Собственно, мы ее сверстали, она работает. И, кстати, если мы сейчас уберем просто вот эти динамические части, которые должны меняться после выбора, то, в принципе, вот эта форма, начиная отсюда, с размером, тестом и так далее, это уже, в принципе, MVP, потому что она как бы работает. Мы можем отправить данные с этой формы куда-нибудь, где они могут быть обработаны, и там создан заказ, например, на пиццу. Поэтому правильная верстка, она может ускорить процесс интеграции этой страницы, например, с сервером или еще с чем-нибудь. Так, ну что теперь? Давайте еще посмотрим на макет снова и увидим, что у нас группы полей, они разделены. То есть у нас есть какая-то группа, которая соседствует с другой, а есть группы, которые переносятся на следующую строку. Чтобы это было проще стилизовать, мы обернем вот такие вот ряды, если так можно назвать, которые начинаются с новой строки специальным классом, точнее, специальным дивом с классом order group. Давайте вернемся в нашу форму, где у нас она была. Вот у нас есть два филдсета первых. Первый — это с размером, второй — с тестом. Они были на одном ряду, поэтому здесь мы напишем класс order group. Завтра мы добавим стили, которые будут определять, как именно эти группы будут стилизоваться. То есть в первом случае у нас вот эти две группы, они будут находиться рядом, а в остальных случаях они будут начинаться с новой строки все. Именно для того, чтобы было проще с этим работать, мы сейчас добавляем этот самый класс order group. Добавим его сюда. То есть обернем все группы полей в этот блок с таким классом. Разумеется, на стилях это сейчас не отразится, потому что у нас никаких стилей нет. Все как выглядело, так и выглядит. И работает точно так. Ну и сейчас мы подготовим буквально парочку совсем стилей, для того, чтобы завтра на них не отвлекаться. Что мы хотим сделать? Мы, во-первых, создадим новый файл стилей, подключим его. Во-вторых, сбросим некоторые браузерные стили по умолчанию, добавим описание блочной модели и добавим шрифты. Начнем с самого простого. Создадим новый файл CSS, style CSS. И внутри мы пропишем сброс для боди, margin 0, потому что по умолчанию, если мы обратим внимание на нашу страницу, у боди есть вот эти вот оранжевые отступы. Они сделаны по умолчанию для того, чтобы текст не влипал сильно в края, если на странице нет стилей, потому что когда-то стилей не было. Вот. И этот самый стиль мы сбросим. Чтобы это заработало, нам нужно файл будет подключить. Поэтому давайте вернемся в HTML. В секции head добавим link CSS.
и опишем путь до нашего файла стилей, style CSS. Посмотрим, перезагрузим страницу. У нас стили у боди сбросились. Собственно, вот они применились, значит, все работает, значит, мы подключили все правильно. А что мы еще, кроме стилей, сбросим? Ну, во-первых, мы по умолчанию скажем, что блочная модель должна быть со значением border box. И разница в том, что с такой блочной моделью гораздо будет проще работать с размерами. Потому что по умолчанию, когда мы задаем какую-то ширину элементу, и после этого добавляем ему внутренние поля и рамку, эти внутренние поля и рамка, они увеличивают размеры элемента. Это совершенно неудобно, и на примере я потом покажу, где это прям могло бы нам сильно подпортить жизнь. А во втором случае, когда мы используем box-sizing border box, у нас рамка и поля, они включаются внутрь размера, и ширина остается такой, которую мы задали. Поэтому здесь мы сразу это самое указываем, чтобы это применялось ко всем элементам. Ну, нам еще нужно будет, чтобы это применялось ко всем псевдоэлементам, sizing inherit. А также по умолчанию любой фон в CSS повторяется, то есть если мы задаем фоновую картинку, она через какое-то время начнет повторяться. И повторяется она бесконечно по обеим осям, и зачастую это не нужно. Поэтому мы удалим повторение, background repeat, поставим no repeat. Вот эта штука довольно opinionated, поэтому не во всех сбросах стилей это есть. Ссылки на разные способы сброса браузерных стилей я тоже оставлю в презентации, они там будут. Там вот есть, например, Normalize, который это не трогает, есть Sanitize, который, собственно, занимается тем самым, что мы сейчас написали. Ну и мы чуть подробнее потом об этом тоже поговорим. Сейчас нам нужно проверить, как это сработало. Обратите внимание, что что кнопки немножко поменяли свой стиль. Это ничего страшного, мы это тоже завтра поменяем. И теперь последнее, что мы сегодня сделаем, это подключим шрифты, которые используются в макете, для того, чтобы просто потом завтра на это время не тратить. Вернемся в макет, посмотрим, какой используется шрифт. Для этого выберем какой-нибудь текстовый стиль, текстовый слой, и посмотрим на его типографии. Здесь написано, что фонд у нас Nunita, не знаю, правильно ли я читаю, может, Nunita, и, скорее всего, этот шрифт есть в Google Fonts, поэтому мы идем на fonts.google.com, увеличиваем размер. В этот раз я вспомнил сам. Ссылка на него тоже будет в конце, все хорошо. И давайте теперь поищем, собственно, этот самый фонд Nunita. Nunita, вот он есть. Выбираем его и смотрим, какие в макете у нас есть начертания. Ну вот здесь у нас начертание 800, у подписи начертание 600, у текста, обычного текста, начертание 400, то есть стандартное. И вот эти все три начертания нам нужно забрать. Давайте выбираем их. Регуляр 400, semi-bold 600 и еще extra bold по 700. Так. Теперь проверим, что все стили, которые нам были нужны, мы выбрали. Вот они, регуляр, semi-bold и extra bold. Хорошо. Дальше воспользуемся кодом, который Google Fonts нам предлагает вставить в секцию head. Что этот код делает? Он, во-первых, приконнектится к сайтам Google, к серверам Google, для того, чтобы, так скажем, прогреть соединение. И дальше скачивает CSS, в котором описано, какие шрифты откуда загружать и за какое начертание они отвечают. А после этого, когда мы их подключили, мы можем в нашем CSS использовать вот такую вот запись, чтобы обновить название шрифта. Давайте попробуем, скажем, timeout, Nunita, и посмотрим, как это отразится на нашей странице. Опа, шрифт изменился, все хорошо. То есть дальше, когда мы будем стилизовать страницу, нам, собственно, про шрифты париться уже будет не нужно. Ради интереса посмотрим на то, что загрузил браузер, когда мы попросили его загрузить шрифты. Во-первых, вот тот самый CSS, который мы запрашивали с серверов Google, он
объявляет font face и описывает, какой шрифт, откуда надо загрузить, чтобы отобразить какую-то шрифтовую семью, в нашем случае нумита. И вот эти самые шрифты мы потом и получали. То есть для каждого из начертаний у нас был отдельный запрос, вот он получил, проверил, что там есть кириллица, все хорошо. И эти самые шрифты браузер потом применял для отрисовки наших текстов. Собственно, на этом сегодня, наверное, все. Хотя нет, еще не все. Мы, конечно, шрифты подключили, молодцы, но мы еще не настроили пока типографику. Сейчас мы этим займемся. Я обычно, когда пишу стили, стараюсь использовать всякие препроцессоры или хотя бы PostCSS для того, чтобы можно было склеивать разные модули в один бандл, в один CSS-файл. Или там несколько CSS-файлов, разбитых по страницам. Но для нашего примера, чтобы не было огромной простыни CSS, мы будем использовать импорты. Да, это не всегда хорошо. Типа с HTTP, с не вторым HTTP это может блокировать загрузку и отрисовку страницы. Это не очень оптимально, да, но для того, чтобы код был чище на экране, мы будем использовать импорты. И вот этот код, который мы написали, мы вынесем в reset. А сам этот код мы подключим с помощью директивы import. Reset CSS. А также создадим файл typography CSS, в котором будем записывать все, что связано с типографией. Например, мы объявим здесь font family. Также мы здесь создадим базовый шрифт, базовый размер шрифта. Ссылка на то, как именно задавать базовый размер шрифта, здесь тоже будет. Сейчас я просто напишу тот самый код. Потом объясню, что это значит. Здесь мы для HTML стараемся задать такой шрифт, чтобы один размер шрифта был равен 10 пикселям. Для чего это нужно? Мы хотим, чтобы наша страница была адаптивной, и чтобы размеры зависели от того, насколько большая страница. Там, чтобы правильно изменялись размеры между элементами, чтобы правильно менялся текст и так далее. И удобно это делать с помощью единиц, которые называются rem, или по-русски ремы. И один рем – это одно значение шрифта для корневого элемента, то есть для элемента HTML. И удобно, когда один рем – это 10 пикселей. То есть в целом у меня есть претензии к этому способу, парочка претензий, но в принципе его использовать можно, многие его используют, и то есть почему бы не попробовать в этой странице тоже его юзануть. Собственно, мы здесь вот этим стилем задаем такой размер шрифта, чтобы у HTML примерно 10 пикселей был базовый размер. А дальше, там, в всяких параграфах, например, мы сможем указывать отступы в единицах под названием rem. И тогда у нас один рем будет 10 пикселей. Будет удобно считать в уме, какие отступы у элемента появились, и будет удобно задавать размеры шрифта в этих единицах тоже. Кстати, о размерах шрифта. Давайте зададим базовый font size, который у нас в макете есть. Как определить базовый размер? Мы выбираем базовый текст и смотрим, какой у него размер шрифта. Здесь у нас 12 пикселей. В ремах, если мы хотим это перевести в рем, это, собственно, 12 пикселей делить на 10, это 1 и 2. Поэтому здесь мы пишем 1 и 2 рем. Но кроме размера шрифта мы еще хотим сразу задать интерлиньяж. Здесь он указан 18 пикселей. Если мы поделим 18 на 12, получим 1,5. Это значит, что размер строки по высоте в 1,5 раза больше, чем размер шрифта. И хорошим тоном считается указывать строку в относительных единицах, то есть чтобы она зависела от текущего размера шрифта. Потому что мы не хотим при изменении размера менять еще и высоту строки, слишком много кода менять. Поэтому здесь мы напишем line height не 18 пикселей, не 1,8 рем, а 1,5 ема. Ем – это единица, которая ссылается на текущий font size. И текущий font size вот здесь – это 12 пикселей.
То есть браузер посчитает, 1,2 рема – это 1,2 умножить на 10, это 12 пикселей, и значит текущий font size 12, и line height должен быть в 1,5 раза больше. Мы, кстати, можем просто написать 1,5. Тогда браузер тоже поймет, что мы хотим указать высоту строки в 1,5 раза больше, чем текущий размер шрифта. Ну и теперь нам нужно указать цвет для текста. Идем в CSS, смотрим, вот у нас такой цвет, базовый цвет для текста. Добавим его сюда. И укажем парочку стилей для заголовков, для первого, второго заголовка. Я их подготовил заранее. Так. Сейчас я их скопирую и перенесу. Если у вас есть какие-то вопросы, это самое время их задать. Напишите в YouTube. Собственно, здесь я указываю цвет, жирность и размер шрифта. И кто-то из вас может спросить, а что это за var с какими-то дефисами, каким-то dark color? Это то, что называется, собственно, CSS-переменные. Эти CSS-переменные мы будем использовать для того, чтобы выносить значения этих цветов в специальный файл, который мы назовем theme.css. И в этом файле мы соберем все цвета и, возможно, размеры и, возможно, шрифт, просто для того, чтобы это все было на одном месте, в теме, который потом можно будет типа быстро и безболезненно сменить. Разумеется, это гораздо сложнее, чем просто вынести все цвета, но для примера, в принципе, сойдет. Что у нас здесь есть? Во-первых, мы вот так смотрим на текст, и хочется вот это значение вынести в тему, потому что шрифт может поменяться, этот шрифт быть в разных местах прописан, и хочется, чтобы он был где-то в одном месте, откуда мы потом могли бы его поменять. Давайте напишем здесь main font и укажем, собственно, nullity. Почему два дефиса? Это синтаксис такой. В CSS, ребята, которые делают CSS, посчитали, что хорошо бы пользовательские свойства, которые объявляют сами пользователи, как-то ограничить от тех, которые могут появиться в CSS в будущем, то есть чтобы не было конфликтов имен. Поэтому пользовательские свойства начинаются с двух дефисов. Это, в принципе, нормальное решение. Немножко выглядит коряво, но работает. Main font. И вот теперь этот main font, который мы объявили, нам, во-первых, нужно будет подключить тему, а также включить типографику. И теперь этот main font мы можем использовать, в принципе, где угодно. Почему где угодно? Потому что CSS-переменную мы объявили на элементе root. Это значит, что она будет доступна где угодно, вообще на всей странице. Если бы мы сделали, скажем, p и внутри объявили эту переменную main font, то она была бы доступна только внутри параграфа. Если бы мы указали класс слайдер, то эта переменная была бы доступна только внутри класса слайдер. То есть мы можем управлять тем, где переменная будет видна, где она будет доступна, где к ней можно будет подцепиться, где ее можно будет считать. И, в нашем случае шрифт можно читать где угодно, в принципе, хотелось бы, чтобы его можно было читать где угодно, поэтому напишем root. И вот этот main font теперь мы можем использовать для описания типографики. Здесь мы хотим значение считать, поэтому мы используем функцию var, и внутри передаем значение переменной, которую хотим считать. В нашем случае это main font, и вот проверим, что шрифт не сломался. Шрифт не сломался, он действительно такой же, как и был, просто немножко поменялись цвета. Что насчет цветов? Их бы тоже хотелось вынести, на самом деле, в тему, потому что этот color, типичный стандартный color, скорее всего, будет использоваться не раз. Поэтому давайте его тоже вынесем, назовем main color. И добавим его сюда как переменную var main color. У заголовков на макете шрифт немножко темнее, поэтому мы выберем его, вытащим это значение и добавим в тему. Пускай это будет dark color. И вот его мы можем в типографике использовать тоже в переменных. Вот здесь, например. Вот тут. Для заголовка второго уровня, для заголовка первого уровня, и
Отдельно хочется сказать, что для кнопок, инпутов и текст-арей, то есть для всех элементов, которые считаются интерактивными, нам дополнительно нужно указать font family. Можно написать inherit, то есть отнаследовать. Можно написать прямо руками main font. В принципе, разницы нет, потому что у нас все вынесено в переменную. Почему так? Потому что если мы сейчас, например, выделим вот эту кнопочку, а потом удалим вот эту запись, и посмотрим на то, какой будет шрифт, мы увидим, что шрифт поменялся на какой-то странный. И для того, чтобы это исследовать, мы откроем вкладку Computed Style и посмотрим, какой здесь шрифт используется. Шрифт здесь используется System UI, вот он выделен. И main font зачеркнут. А что это вдруг, казалось бы? На самом деле у всех интерактивных элементов есть какое-то правило, которое в пользовательском, то есть в браузерном дефолтных стилях перебивает отнаследованное от HTML. И это значит, что если мы не укажем дополнительно font family, то у нас шрифт будет не такой, как используется в HTML. И вот именно чтобы этого избежать, мы указываем на всех интерактивных элементах дополнительно font family. Вот теперь все работает нормально. Ну и вот теперь на этом действительно, собственно, на сегодня все. Завтра мы отстилизуем все элементы, которые у нас есть, превратим вот эту страницу вот в такой макет, в такое приложение, и проверим, что каждый из элементов, во-первых, все еще доступен, что его можно считать. Проверим, что у каждого из интерактивных элементов есть всякие состояния, типа наведен, в фокусе, задизеблен, там, вот здесь тоже разные состояния проверим. Ну и, собственно, до конца доведем то, что начали сегодня. Есть ли какие-то вопросы? Да, был вопрос про почему не использовать стандартный REM 16 пикселей? Да, это хороший вопрос. Почему не использовать сюда просто значение в пикселях? Есть ссылки, в которых утверждают, что в процентах указывать лучше для доступности, потому что когда люди увеличивают шрифт сам, то есть минимальное значение шрифта ставят, или увеличивают с помощью плюса-минуса, как мы сегодня делали, с помощью плюса-минуса значение шрифта базового, то якобы 62% работает лучше. Я помню, недавно была статья, которая это опровергала. Я не помню точно результаты этого опровержения, то есть то ли используйте 62%, то ли используйте просто значение в пикселях, но я просто по инерции сегодня написал 62%. То есть, в принципе, если это никак не влияет на доступность и на возможность зумиться на странице в плюс и в минус, то можно использовать спокойно пиксельное значение. Вот. Пишут комплименты. Александр пишет, что все супер, благодарю. Герман пишет, что очень полезный стрим, все время прокачиваешься в JavaScript, React, а верстка не менее важна. Да, это правда, потому что, верстальщики, точнее, JS-разработчики, которые не знают верстку, они очень много теряют, потому что, зная верстку, можно избавить себя от кучи лишнего кода. Я видел компоненты, которые сужали размер шрифта при сужении экрана, в которых огромные 1000 строк JavaScript, хотя это можно сделать на кальке в CSS. То есть можно от размера экрана указывать с помощью функции кальк в CSS, как уменьшать этот шрифт. Да, это работает не для всех, не general case, так сказать, но вот именно в том случае, где это можно было использовать, ребята не использовали. Вот, я потом пришел, порефакторил, и там ушло где-то строк, наверное, 50 JavaScript, и добавилось пару строчек CSS. Это всегда приятно, когда можно CSS решить какую-то задачу, которая сложная. Он говорит, я имею в виду, что REM в браузере равен 16 пикселей, и значение в ремах считать от него. Просто для удобства, потому что делить на 16 в уме сложно, делить на 10 в уме просто.
То есть вот здесь, когда я смотрю на 1.2, я знаю, что это 12 пикселей. Если там было бы 16, то мне бы приходилось сделать вот так. 16 умножить на 1.2, это значит примерно 19 пикселей. Сложно. Хочется лениться, хочется считать на лету. Ну и приводить к 10 – это вот типа удобный способ считать на лету. И при этом все еще быть адаптивным. Вот. Герман пишет, что в BEM нельзя создавать селектор по тегу. Да, это правда. Это правда. И то есть вот это все, это типа не BEM. Так делать нельзя. Но я считаю, что BEM в чистом виде, он полезен, то есть на нем огромный сервис работает, все такое. Но BEM в чистом виде – это все-таки overhead для приложения нашего. То есть вот здесь у нас, компонентов типа от силы, может быть, штук 10-20 наберется, и не страшно, если мы глобально зададим какие-то стили с помощью тегов. Это, в принципе, ничего. И плюс иногда, не тормози, пожалуйста, плюс иногда бывает быстрее написать что-то с селекторами по тегу. Кстати, вот завтра мы посмотрим на ситуации, где я буду специально нарушать BEM, просто для того, чтобы застилизовать вот такие штуки. Чтобы контролы застилизовать без JavaScript, мы будем ссылаться на селекторы типа, там будет input, в смысле класс, у которого будет с инпутом, и там будет что-то типа какой-то лейбл. И вот здесь будут описываться стили. То есть, когда у нас input когда у нас лейбл стоит после чекнутого инпута, после чекнутого инпута разные стили будут. Просто для того, чтобы застилизовать разные состояния вот этих вот контролов, типа чекнутое, не чекнутое. И да, это нарушает BEM. То есть по правилам BEM это нужно было писать модификатор. Но, камон, тогда нужны были бы скрипты или какая-нибудь серверная обработка, а мы не хотим. И плюс там типа будет небольшое повышение специфичности будет, мы будем за этим следить. Вот. А так, да, это невалидная по BEM запись. Это правда. Можно подключить Normalize CSS, спрашивает Герман. Что подключить? Normalize CSS. Можно, да, Normalize. Я просто хотел показать типа с процесса самого нуля. А вообще можно спокойно подключить и Normalize, и Sanitize. Normalize — это просто штука, которая старается сделать дефолтные стили одинаковыми во всех браузерах, более-менее. А Sanitize, она чуть более opinionated. Она, например, добавляет то же самое. Сейчас мы откроем его. Где он? Sanitize. Она, например, добавляет сброс background repeat, что я считаю довольно полезным, потому что, не знаю, сейчас как-то не особо нужно повторять фон. Да, раньше это нужно было, потому что картинки маленькие были, паттерны составляли огромные для всего фона, но сейчас это типа не нужно. И вот Normalize просто старается сделать одинаковыми стили дефолтные. Sanitize чуть-чуть более opinionated, она такая, знаете, предлагает решения, которые считает лучшими. Вот, и можно подключить просто их и вообще не париться и не писать собственного ресета, где у нас. То есть вот это можно не делать и спокойно жить с каким-нибудь санитайзом. Но на стриме хотелось именно показать, как начинать работу с стилями с нуля. Типа вот у нас вообще ничего нет, голый файл, и что делать в первую очередь? В первую очередь там сбросить в боди стили, марджины, там добавить какой-нибудь боксайзинг, background repeat сбросить, если нужно, и поехали. Есть ли еще вопросы, коллеги? Отлично. Вообще, спасибо огромное. Это очень, очень крутой контент. Я сам узнал дофига нового, как ожидал. Я никогда сильно не шарил в доступности.
Мне очень хочется сейчас в это погрузиться больше, разобраться. И спасибо, прям подтвердил то, что с одной стороны это очень важно, с другой все еще не настолько сложно. То есть, в Да, принципе, это факт. Да. То есть базовая доступность, она зашита, собственно, в сам HTML. Если мы используем правильные элементы, мы верстаем доступно, делаем интерфейсы клевыми. Это правда. А вообще, да, был рад, что было полезно. Говорите еще. Ну, в смысле, завтра, да. Да. Завтра не приду и так. Завтра будет еще один стрим, подключайтесь. Герман еще спрашивает, вот мы на проекте вообще не используем Grid, только Flex. Grid непредсказуемо ведет себя в Safari. Сталкивались с этим? Да, с гридами есть проблема. Кстати, завтра я покажу одно место, где и Grid, и Flex себя ведут странно. Там есть некоторая ишья, которую я потом хотел зарепортить в WebKit, но пока руки не дошли. А вообще в гриде у Safari, насколько я помню, до сих пор с субгридами какая-то проблема. Ну, либо я не обновился, не знаю. Вот. А так, в целом, если использовать какие-нибудь постпроцессоры, типа того же PostCSS, то можно верстать на гридах в Safari тоже. Единственное, что я никогда не верстал очень сложных сеток. Типа у меня есть грид на сайте, и там, типа, грид из разряда, ну, вот возьми колонку, поставь ее туда, типа, все. Здесь никаких проблем с этим нет. Типа вот стоит display grid, template columns, все есть, и оно, типа, работает норм. В сложных колонках, в сложных сетках, там с какими-нибудь делениями на разных пропорциях могут быть какие-то проблемы. Я не сталкивался. Вот. Ну, а подгриды я не использую, потому что я как-то не верстаю интерфейсы, в котором нужны были бы субгриды. Вот, это, наверное, что-то совсем запредельное. Больше вопросов не вижу. Спасибо, действительно, очень интенсивно. Думаю, что вы получили кучу сегодня информации. Если вы смотрите это где-нибудь в записи, то ставьте лайк видосу, подписывайтесь на канал Трактора и на Сашу Беспоясова во всех соцсеточках. Вот. Саш, есть ли какой-нибудь у тебя там собственный проект или что-то еще, про что ты хотел бы рассказать, может быть? Чем ты сейчас занимаешься? Все, что я сейчас занимаюсь, оно совсем-совсем скоро выйдет в продакшн, в релиз. То есть это можно, в принципе, увидеть на GitHub, там иногда бывают всякие pull-реквесты, но мы пока стараемся не афишировать. Мы хотим зарелизиться в сентябре, и вот тогда я расскажу в соцсетях, чем занимался последний год. Где на тебя подписываться, в каких соцсетях? Твиттер, ну и, в принципе, наверное, все. Ссылки тоже будут вот здесь. Можно еще на RSS подписаться, потому что я частенько пишу, ну, типа там несколько раз в год, частенько. Вот. Посты длинные, посты всякие бывают разные, типа фановые иногда бывают. То есть пишем какие-нибудь игрушки или еще что-нибудь такое. Иногда бывают посты про архитектуру, и иногда бывают выжимки из книг полезных про программирование. В общем, вот есть бложек, а вот есть RSS. RSS еще жив, и это самый удобный способ читать блоги. Я от этого не отступлюсь. Круто. Да, вот Антон тоже пишет, что Саша крут, спасибо. Герман тоже пишет спасибо. Все благодарны, и мы тоже рады. Peace. Спасибо, что пришли. Что? Спасибо, что пришли. Да, спасибо огромное, что пришли. Хорошего вам вечера.